Тишина. Абсолютная тишина. 66 миллионов лет назад небо раскололось надвое. С высоты в 100 километров на Землю падала гора, астероид шириной в 10 километров. Он летел со скоростью 20 километров в секунду, в 60 раз быстрее пули. Воздух перед ним не успевал расступаться и вспыхивал белым огнем, ярче солнца. А потом он коснулся Земли. В одно мгновение, там, где сейчас плещется Мексиканский залив, не осталось ничего, ни камня, ни воды, ни воздуха. Удар высвободил энергию миллиардов атомных бомб. Он выбил из планеты кратер шириной в 180 километров и швырнул в небо триллионы тонн раскаленной породы. Ударная волна обогнула земной шар. Землю качнуло так, что по всей планете прокатились землетрясения и гигантские волны. А теперь представьте, что вы это видите, но не с орбиты и не глазами ученого. Представьте, что вы — маленький зверек размером с ладонь. Вы вжались в нору под корнями упавшего дерева, и над вами горит весь мир. Небо становится черным от пепла, и наступает ночь, которая будет длиться годами. И вы еще не знаете, что именно вы, а не цари этой планеты, выйдете из этой норы наследником целого мира. Динозавры правили Землей 165 миллионов лет. Они были крупнее, сильнее и совершеннее всех, кто когда-либо ходил по суше. Целую вечность млекопитающие ютились в их тени, крошечные, ночные, пугливые. И вот за один единственный день все перевернулось. Гиганты исчезли, а планету унаследовали те самые пушистые комочки, что всю эпоху прятались в темноте. Вопрос, на который мы ответим за это путешествие, звучит так. Почему выжили именно они, самые слабые? Как из существа размером с крысу всего за несколько миллионов лет родились хозяева новой Земли, киты в океане, летучие мыши в небе, слоны в саванне и, в конце концов, мы с вами? Чтобы это понять, нам нужно вернуться в самый последний обычный день Старого мира. Представьте обычное утро позднего мелового периода. Влажный душный лес. Гигантские папоротники, хвощи в человеческий рост. Первые цветковые деревья, роняя лепестки в теплую воду. Воздух гудит от насекомых. Где-то трубит стадо рогатых трицератопсов, обдирая ветви. В тени деревьев замер тираннозавр. Вершина пищевой пирамиды, царь, которому некого бояться. Этот мир прожил так десятки миллионов лет. Он был стабильным, отлаженным, незыблемым. Здесь были свои гиганты на суше, свои морские чудовища в океане, свои крылатые ящеры в небе. Казалось, так будет всегда. И вдруг в небе загорается вторая точка. Ярче солнца. Сначала ее замечают немногие. Она не плывет по небу, как птица или облако. Она просто растет. С каждым часом все ярче. Воздух начинает дрожать от далекого нарастающего гула. Животные поднимают головы. Что-то приближается. Что-то, чего этот мир никогда не видел. Последнее, что чувствует прежняя Земля, короткую вспышку и волну жара, от которой плавится камень. Долгое время мы вообще не знали, что здесь произошло. Ученые видели лишь результат. Примерно 66 миллионов лет назад из палеонтологической летописи разом исчезает около 3/4 всех видов на планете. Динозавры, морские ящеры, летающие рептилии, целые семейства моллюсков – все обрывается на одной тонкой черной черте в слоях породы. Но что эту черту провело, оставалось загадкой больше столетия. Разгадка пришла оттуда, откуда не ждали. В 1980 году группа ученых во главе с физиком Луисом Альваресом изучала ту самую тонкую полоску глины на границе эпох и обнаружила в ней нечто странное. Аномально много редкого металла – иридия. На поверхности Земли иридия почти нет. За миллиарды лет он утонул вместе с расплавленным железом к ядру планеты. Зато его много в одном месте – в астероидах и кометах. И этот иридиевый след лежал тонким слоем по всей планете, от Италии до Новой Зеландии, на одной и той же глубине, на одной и той же черте смерти. Вывод напрашивался ошеломляющий. Эту черту оставило падение космического тела невообразимой силы. Сначала в это почти никто не поверил, слишком фантастично. Но прошло несколько лет, и на дне Мексиканского залива, под километрами осадков, нашли и сам шрам,
Погребенный кратер Чиксулуп, 180 километров в поперечнике, ровно того возраста. Орудие убийства было найдено. И все же спор не утих сразу. Одни считали, что динозавров погубил именно удар, другие возражали. Примерно в то же время в Индии тысячелетиями извергались чудовищные вулканы, диканские траппы, заливая лавой целые области и отравляя воздух. Возможно, говорили они, мир уже был болен, а астероид лишь добил ослабленную планету. Спор был жестким, ведь трудно поверить, что такую устойчивую, могучую жизнь можно стереть всего за один день. А потом нашли место, которое показало этот день почти по минутам. Место называется Танис, Северная Дакота, 1000 километров от точки удара. Здесь, в древнем русле реки, палеонтологи раскопали слой, что буквально замер в первый час после катастрофы. В нем рыбы, погибшие за считанные минуты, заваленные внезапной стеной осадка. И вот что поражает. В их жабрах застряли крошечные шарики застывшего стекла. Эти шарики — капли расплавленной породы, выброшенные ударом в космос и хлынувшие обратно огненным дождем по всей планете. Рыбы вдыхали их из воды, пока еще были живы. А значит, погибли они в тот самый час, когда упал астероид. Танис — это не просто кладбище. Это фотография последнего часа эпохи гигантов. Ученые смогли восстановить даже хронометраж того дня. Стеклянные шарики начали падать на Танис примерно через 15 минут после удара. А спустя час-другой сюда, за 1000 километров от кратера, докатилась мощная волна, отголосок исполинского сотрясения всей планеты. Она подняла со дна рыбу, вырванные деревья, тела животных и погребла их в одном единственном слое за один день. Вот почему это место называют «машиной времени». Оно остановило несколько часов, что длились 66 миллионов лет назад, и сохранило их до наших дней. Что было дальше, наука восстановила шаг за шагом. И оказалось, сам удар был лишь началом. Удар убил все живое только в радиусе нескольких тысяч километров. Но настоящий палач пришел потом. Раскаленные обломки, падая обратно сквозь атмосферу, нагрели небо до температуры духовки, и по всей планете, на разных континентах, почти одновременно вспыхнули лесные пожары. А следом в воздух поднялись миллиарды тонн пыли, копоти и серы. Они затянули небо плотной пеленой, и солнце погасло. Наступила долгая холодная тьма. Месяцы, а может и годы без нормального солнечного света. Вот это и был главный убийца. Чтобы понять масштаб, представьте, облако пыли и серы могло обрушить температуру в глубине континентов на десятки градусов. Лето исчезло. Там, где недавно цвели тропические леса, теперь лежал иней. И так ни неделю и ни месяц. По разным оценкам, тьма и холод держались от нескольких месяцев до пары лет, пока тяжелые частицы наконец не осели обратно на Землю. Для теплого, привыкшего к вечному изобилию мира динозавров, это была настоящая вечность. Без света остановилось самое важное – фотосинтез. Растения на суше и крошечные водоросли в океане начали умирать. А с ними рухнула вся пирамида жизни. Сначала гибли те, кто ел растения. Гигантские травоядные, которым каждый день требовались тонны зелени. Следом хищники, что охотились на травоядных. Пищевые цепи рушились сверху вниз. И чем крупнее было существо, тем меньше у него оставалось шансов. Огромное тело, которое 100 миллионов лет было преимуществом, вдруг стало смертным приговором. Гигантам нужно было слишком много еды в мире, где еды не осталось. А теперь минута молчания по старому миру. В ту долгую ночь Земля потеряла своих последних великанов. Ушел тираннозавр, царь которого ничто не могло остановить. Ушли рогатые трицератопсы и закованные в броню анкилозавры. В небе угасли птерозавры, крылатые ящеры размахом с небольшой самолет. В океане исчезли мозазавры, морские чудовища длиной с автобус и аммониты, чьи спиральные раковины миллионы лет были самой обычной вещью в море. 3/4 всех видов на планете оборвались на одной черной черте. Это было одно из 5 величайших вымираний в истории жизни. Но в этом же мертвом, замерзающем мире кое-кто почувствовал не катастрофу, а шанс. Темнота, холод, запах гари. Представьте, проходит неделя после удара. Вы выбираетесь из норы под обгоревшим стволом. Великанов больше нет. Лес стоит мертвый, черный, беззвучный.
Но вы живы, потому что вы умели то, чего не умели они – прятаться, мало есть и ждать. Кто же были эти выжившие? Млекопитающие появились почти одновременно с динозаврами, больше 200 миллионов лет назад. Но всю эпоху гигантов они оставались в их тени, крошечные, размером от мыши до кошки, ночные, незаметные. Среди них были, например, многобугорчатые, целая древняя группа маленьких зверьков, чем-то похожих на грызунов, что грызли семена в подлеске. Под властью ящеров млекопитающим просто не давали вырасти. Долгое время эту малость считали их слабостью, приговором эволюции. Неприметный значит обреченный. Когда грянула катастрофа, логично было бы предположить, что мелочь вымрет первой. Но вышло наоборот, и причины вполне конкретные. Во-первых, размер. Маленькому телу нужно совсем немного пищи, а в мире без урожая это решало все. Там, где гигант умирал от голода за неделю, зверек размером с ладонь обходился горсткой семян. Во-вторых, всеядность. Многие млекопитающие могли есть что угодно – семена, орехи, насекомых, корни, падаль. Все, что оставалось, когда зеленые растения исчезли. И заметьте, семена и орехи могли годами лежать в почве и ждать. Это был природный склад еды, переживший саму катастрофу. В-третьих, нора. Умение зарываться в землю спасало и от пожаров, и от ледяного холода долгой ночи. Под землей всегда теплее и тише, чем на гибнущей поверхности. И в-четвертых, теплая кровь. Млекопитающие были теплокровными, покрытыми шерстью, они не зависели от прогретого солнцем воздуха, как холоднокровные рептилии. В мире, где солнце погасло на годы, это оказалось бесценным. Сложите все вместе, и получится удивительная картина. Там, где гигантская специализация динозавров стала ловушкой, серая, скромная невзрачность млекопитающих оказалась идеальной броней. Их не делали сильными, их делали гибкими. А в катастрофе выживает не самый сильный, выживает самый гибкий. И все же просто выжить – это лишь половина истории. Потому что пустой мир – это не только опасность. Это еще и невиданная возможность. Целая планета вдруг освободилась, все ниши, все троны опустели. Вопрос был лишь в том, кто первым осмелится их занять. Ответ нашли в холмах американского штата Колорадо. И он переписал наши представления о том, как быстро жизнь способна перестроиться. Представьте, что мы можем прокрутить время вперед, как пленку. Мертвый обугленный лес. Проходит год, 10 лет, 100. И вот сквозь пепел пробивается первая жизнь. Выносливые папоротники, зеленым ковром затягивающие пепелище. Их споры пережили то, что не пережили могучие деревья. И это не просто красивый образ, это записано в самих камнях. Сразу над черной чертой смерти в породах резко исчезает пыльца деревьев и взлетает вверх доля спор папоротников. Палеонтологи называют это папоротниковым пиком. Папоротники – пионеры жизни. Они первыми захватывают выжженную мертвую землю, как и сегодня первыми зеленеют склоны после извержения вулкана. Этот пик в породах словно подпись планеты под собственным возрождением. Жизнь не просто уцелела, она уже шла в наступление. За папоротниками приходят пальмы, за пальмами – первые цветущие деревья, а вместе с лесом возвращаются и его новые жители. Долгое время мы могли только гадать, как именно шло это восстановление. Считалось, что после такого удара жизни нужны миллионы лет, чтобы прийти в себя. Медленное, мучительное выздоровление. Но в местечке Кораль-Блавс под Денвером палеонтологи нашли нечто невероятное. Каменную летопись первого миллиона лет после катастрофы, почти без пропусков. Это редчайшая удача. Обычно такие переходные слои стерты временем. А здесь сохранилась целая хроника возрождения мира. Череп за черепом, лист за листом, страница за страницей. И эта хроника рассказала поразительную историю скорости. Уже через 100 тысяч лет после удара, мгновения по геологическим меркам, появляются млекопитающие крупнее тех, что жили до катастрофы. Через 300 тысяч лет по лесам бродят звери размером с бобра, а через 700 тысяч лет – существа весом под 50 килограммов, в сотни раз тяжелее тех самых выживших крыс. И самое красивое – каждый рывок в размерах животных точно совпадал с появлением новых растений. Сначала восстановились пальмы, подросли и звери, потом появились бобовые с их питательными, богатыми белком стручками, и ровно тогда же млекопитающие сделали следующий скачок. Растения кормили зверей,
звери разносили их семена дальше по выжженной земле. Жизнь не выползала из катастрофы на коленях, она рванула вперед. Но вот загадка. Эту бешеную скорость нельзя объяснить только тем, что освободилось место. Что-то еще подталкивало эволюцию в спину, заставляя зверей расти и меняться все быстрее. И это что-то пряталось не в костях, оно пряталось в самом климате планеты. Здесь наша история разворачивается под совершенно новым углом. Мы привыкли думать так. Динозавры освободили трон, млекопитающие на него сели, вот и весь секрет. Но трон не был пустым и спокойным. Землю еще долго трясло, только на этот раз не от удара из космоса, а изнутри. Ранний кайнозой, эпоха, наступившая после гибели динозавров, остался теплым парниковым миром. А примерно через 10 миллионов лет после удара, около 56 миллионов лет назад, планета пережила еще один резкий скачок. Но теперь не холода, а жары. Из недр Земли и со дна океанов в атмосферу вырвались колоссальные объемы парниковых газов, и температура подскочила по всей планете. Насколько сильно? Полюса прогрелись так, что в высоких широтах Арктики, там, где сегодня лежат вечные льды, росли влажные теплые леса. По их берегам грелись крокодилы. Крокодилы почти у Северного полюса. Это был мир-теплица от края до края, мир без единого ледника. И вот парадокс, который все меняет. Для огромных холоднокровных рептилий такая жара могла обернуться новой бедой. Но для теплокровных, гибких, всеядных млекопитающих она стала не карой, а ускорителем. Теплый, влажный, заросший до горизонта мир — это безграничное изобилие еды и десятки новых пустующих ниш. На земле, на деревьях, в воде, в воздухе. Эволюция словно получила сразу и пустую сцену, и мощный допинг. Именно в этом разогретом мире млекопитающие начали стремительно делиться на ветви. На предков копытных, хищников, грызунов, приматов. Один за другим вспыхивали новые планы строения тела, новые образы жизни. Биологи называют такие моменты взрывной эволюцией, когда из одной выжившей группы за короткое время расходятся десятки и сотни новых форм. Так что наследниками Земли млекопитающих сделала не только смерть гигантов. Их выковали два удара подряд. Сначала ледяная тьма после астероида, отсеявшая слабых и негибких, а затем обжигающая жара, что пришла ей на смену и дала выжившим бешеную энергию для рывка. И один из этих рывков, самый тихий и неприметный, вел прямиком к нам. Ночь в теплом лесу через несколько миллионов лет после катастрофы. По ветке, цепляясь за нее крошечными пальцами, бежит зверек с большими влажными глазами. Он ловок и осторожен. Он не знает и не может знать, что в его лапе, способной обхватить ветку, спрятано будущее целого отряда. Отряда приматов. Вашего отряда. Одним из самых ранних родственников приматов ученые считают существо по имени Пургаториус, маленькое, похожее на белку животное. Его зубы и суставы выдают того, кто уже приспособился к жизни на деревьях и к питанию фруктами. А самое удивительное – его возраст. Остатки относят к самому началу новой эры, всего через 100 с небольшим тысяч лет после гибели динозавров. Раньше думали, что приматы – существа сложные, ловкие, мозговитые, появились гораздо позже, когда мир уже успокоился. Казалось логичным, для таких тонко устроенных животных нужно спокойное, зрелое время. Но все больше находок сдвигает рассвет приматов почти к самой черте вымирания. Похоже, едва гиганты исчезли, как наши далекие предки уже карабкались в кроны деревьев, туда, где было безопасно, где много фруктов и насекомых, и куда мало кто еще добрался. И именно там, наверху, в зеленом изобилии разогретого мира, начали складываться черты, которые однажды сделают нас людьми. Цепкие пальцы, чтобы хвататься за ветви, глаза, смотрящие вперед, для точной оценки расстояния в прыжке. Крупный по меркам тела мозг, чтобы помнить, где и когда созреет плод, и строить путь по трехмерному лабиринту ветвей. Каждая из этих черт рождалась не ради великой цели, а просто чтобы выжить среди деревьев. Но вместе они стали фундаментом. Вдумайтесь, насколько это близко к нам. Те же цепкие пальцы, которыми вы сейчас держите телефон. Те же направленные вперед глаза, которыми вы смотрите на экран. Тот же любопытный, вечно голодный до нового мозг. Все это впервые собралось вместе там, в кронах деревьев теплого мира,
у крошечного зверька, что удирал от ночных хищников и тянулся к спелому плоду. Мы носим его наследство в собственном теле каждый день. Линия, которая через десятки миллионов лет приведет к обезьянам, а затем к человеку, смотрящему на звезды, стартовала почти сразу после конца света. Из норы под горящим деревом. Но приматы — лишь одна из ветвей. Пока наши предки осваивали деревья, другие наследники пепла отправились покорять стихии, в которых млекопитающих еще никогда не было. Вернемся к той развилке в разогретом мире и посмотрим, как далеко разошлись дороги выживших. Одни остались на земле и стали расти. Из небольших всеядных зверей поднимутся будущие лошади, носороги и слоны, гиганты новой эпохи, занявшие троны, что когда-то держали динозавры. Природа будто заново отстроила великанов, но теперь уже из теплой крови и шерсти. Другие ушли туда, где их совсем не ждали, в океан. В это трудно поверить, но предки китов когда-то ходили по суше на 4 ногах. Около 50 миллионов лет назад небольшое хищное млекопитающее, отдаленно похожее на собаку с копытцами, все чаще заходило в теплую воду за добычей. Поколение за поколением его потомки оставались в море все дольше. Ноги превращались в плавники, тело вытягивалось и обтекалось, ноздри медленно сдвигались на макушку. Так рождался дыхательный отдушник кита. Шаг за шагом, за миллионы лет, сухопутный зверек стал властелином океана. Синий кит – самое огромное животное в истории планеты, прямой потомок тех самых наследников пепла. Эту дорогу в океан палеонтологи проследили по костям, звено за звеном. Сначала был зверь, что бродил по мелководью и слушал землю, прижимаясь челюстью к грунту. Потом ходячий кит, существо с лапами и мощным хвостом, что одинаково уверенно чувствовало себя и на берегу, и в воде, как современный крокодил. Потом создания, что уже почти не выходили на сушу. И лишь затем настоящие киты, навсегда оставившие Землю. Целая летопись превращения, растянутая на миллионы лет и записанная в камне так подробно, что ее показывают студентам как образцовый пример эволюции в действии. А третьи поднялись в воздух. Примерно 52 миллиона лет назад по ночному небу уже порхали первые летучие мыши. Кожистая перепонка, натянутая между сильно удлиненными пальцами, превратила лапу в крыло. И млекопитающие забрали себе ночное небо, что прежде принадлежало вымершим крылатым ящерам. А позже многие из них обрели и вовсе невероятное чувство – эхолокацию. Они стали видеть темноту с помощью звука, выкрикивая сигналы и ловя их отражение. Целый скрытый мир открылся существам, начинавшим с дрожащей норы. Со временем появятся и совсем уж невероятные ветви. Гигантские ленивцы размером со слона, саблезубые хищники с клыками длиной с кинжал. Носороги выше жирафа, грызуны весом в тонну. Эволюция словно снова и снова перебирала один и тот же прием – взять маленького гибкого зверя и довести его до предела возможного. И почти у истоков каждой такой ветви стоял невзрачный потомок тех, кто пережил долгую ночь. Остановитесь на секунду и вдумайтесь. Земля, море, небо. За считанные миллионы лет потомки крошечного зверька заняли все 3 стихии планеты. Это и называют великой радиацией млекопитающих, взрывным расхождением одной выжившей группы на тысячи форм, заполнивших целый мир. Тот мир, в котором мы с вами живем прямо сейчас. Все звери вокруг нас, от мыши до синего кита, родня. И все они вышли из одной и той же долгой ночи. Так почему же выжили самые слабые? Потому что в мире, который рухнул в одну ночь, победила не сила, а гибкость. Гиганты были вершиной старого мира, и вместе с ним ушли. А невзрачные, всеядные теплокровные зверьки, которых эпоха ящеров загнала в темноту и научила довольствоваться малым, оказались готовы к любому миру. Катастрофа не сделала их сильными, она просто убрала тех, кто мешал им наконец стать собой. В этом и кроется неожиданная правда о великих вымираниях. Они не только разрушают, они расчищают. Каждый из них стирает старых хозяев и распахивает дверь для тех, кто прежде ютился на обочине жизни. Без гибели динозавров не было бы ни китов, ни слонов, ни обезьян, ни нас. А теперь самое главное, то, что связывает ту древнюю нору под горящим лесом с вами сегодня. Мы существуем не потому, что наши предки были самыми сильными, быстрыми или огромными. Мы существуем потому, что они умели выживать, когда рушился весь мир. Каждый из нас – прямой потомок того дрожащего зверька, что вдыхал пепел и ждал рассвета, которого могло и не быть.
Его упорство, его умение приспосабливаться к чему угодно – это и есть тот фундамент, на котором стоит человек. Гиганты правили 165 миллионов лет и не оставили после себя наследников, а маленькие, упрямые и гибкие оставили целый мир. И, может быть, это и есть главный урок доисторической Земли. Будущее достается не самым сильным, а тем, кто готов измениться. Если эта история заставила вас иначе взглянуть на слабых, оставайтесь с нами. В следующий раз мы спустимся еще глубже во времени и узнаем, кто правил этой планетой задолго до динозавров.